Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В городке на окраине штата Уттар-Прадеш утро всегда начиналось одинаково. Солнце медленно выплывало из-за горизонта, окрашивая Ганг в цвета расплавленного золота, а Рахул, крепкий мужчина с натруженными руками и лицом, изборожденным морщинами от постоянной улыбки, выходил во двор. Рахул был фермером в третьем поколении. Он знал язык земли и нрав своих животных, но жемчужиной его небольшого хозяйства была Гаури, корова редкой красоты и кроткого нрава. Ее шкура отливала нежным кремовым цветом, а глаза, огромные и влажные, казались колодцами, в которых отражалась сама мудрость Вселенной. Рахул часто говорил, что Гаури — это не просто скот, это благословение его дома. В то утро Рахул нес охапку свежей травы, когда замер на пороге хлева. Гаури, которая обычно встречала его приветственным мычанием, лежала на земле, мерно пережевывая жвачку. Но она была не одна. На ее широкой спине, устроившись в мягких складках шкуры, сидел маленький мальчик. На вид ему было не больше 5 лет. Худенький, в выцветшей рубашке, он прижимался щекой к теплому боку животного. Мальчик что-то шептал, перебирая пальцами короткую шерсть на загривке коровы. Рахул затаил дыхание. Обычно коровы пугливы, когда дело касается чужаков, особенно детей с их резкими движениями. Но Гаури... Она лишь прикрыла глаза, и ее длинные ресницы подрагивали в такт дыханию ребенка. Казалось, вокруг них возник невидимый купол тишины и спокойствия. «Эй, малыш!» — тихо позвал Рахул, боясь спугнуть это видение. «Ты чей?» Мальчик вздрогнул. Он поднял голову, и Рахул увидел глаза, полные такой недетской печали, что у него на мгновение перехватило дыхание. Ребенок не ответил. Он проворно соскользнул со спины Гаури, бросил на корову последний тоскливый взгляд и, прежде чем фермер успел сделать шаг навстречу, выскочил из ворот и растворился в лабиринте узких улочек. Весь день Рахул не находил себе места. Он расспрашивал соседей на рынке, не пропадал ли у кого ребенок. «Мальчик в синей рубашке», — потирал подбородок старый лавочник Викрам. «Нет, Рахул, здесь таких много, но никто не жаловался, что сын сбегает к чужим коровам. Может, это дух? Пришел почтить твою Гаури?» Рахул лишь отмахивался. Он был человеком практичным, хотя и суеверным, как все индийцы. Но теплота, с которой мальчик обнимал корову, была слишком настоящей, слишком человеческой. На следующее утро история повторилась. И на следующий день тоже. Мальчик приходил ровно в тот час, когда солнце начинало припекать. Он пробирался во двор, словно тень. Теперь Рахул не пытался его окликнуть. Он наблюдал издалека. Мальчик взбирался на Гаури, обхватывал ее шею руками и начинал напевать. Это была тихая, едва различимая мелодия, колыбельная, которую поют матери, укладывая детей спать. Гаури в ответ издавала низкий, вибрирующий звук, похожий на мурлыканье огромной кошки. В эти моменты лицо мальчика преображалось. Исчезала скорбная складка у рта, он закрывал глаза и, казалось, переносился в другое место, туда, где нет пыли, нищеты и одиночества. Но уходил он всегда одинаково, внезапно, сгорбившись, словно на его плечи снова ложился невидимый груз.
Любопытство Рахула переросло в твердое намерение помочь. В одно солнечное утро, когда мальчик, закончив свой ритуал, направился к выходу, фермер решил проследовать за ним. Он шел на расстоянии, стараясь не шуметь. Путь лежал через старый квартал, мимо мастерских гончаров и шумных чайных лавок, в соседний район, где домики стояли теснее, а стены были серыми от копоти. Мальчик остановился у низкого строения с покосившейся дверью. На крыльце сидел мужчина, чинивший старую корзину. Его плечи были опущены, а движения казались механическими, лишенными жизни. Мальчик подошел к нему, молча сел рядом и уставился в землю. Мужчина тяжело вздохнул и положил руку сыну на голову. Рахул вышел из тени. «Намасте», — произнес он, привлекая внимание. «Простите за беспокойство. Я Рахул, фермер из соседнего квартала». Мужчина поднял глаза. «Намасте, я Амит. Что привело вас в наш бедный дом? Мой сын что-то натворил?» Рахул посмотрел на мальчика, который тут же спрятался за спину отца. «Напротив, он каждый день навещает мою корову, Гаури. Он не причиняет вреда. Просто сидит с ней. Мне стало интересно, почему». Амит замер. Его пальцы, сжимавшие ивовый прут, дрогнули. Он посмотрел на сына, и в его глазах блеснули слезы. «Самир», — прошептал он, — «опять ты ходил туда». Мужчина пригласил Рахула присесть на циновку и предложил ему воды. В маленькой комнате было чисто, но пусто. На стене висела лишь одна фотография в простой деревянной рамке. Молодая женщина с доброй улыбкой и красной точкой на лбу. «Полгода назад все было иначе», — начал Амит, и его голос дрожал. «У нас был свой дом в деревне, небольшое поле и корова. Моя жена, Лата, души не чаяла в сыне». Рахул слушал, и перед его глазами оживала картина. Лата была той женщиной, чье сердце билось в такт с природой. Каждое утро она брала маленького Самира с собой в хлев. Пока она доила корову или чистила ее, она пела сыну песни о героях и богах. Самир, еще совсем кроха, засыпал прямо на спине у животного, убаюканный теплом ее тела и голосом матери. Для мальчика образ матери, ее запах, смесь сандала, жасмина и парного молока навсегда слился с ощущением безопасности, которое давала корова. Лата заболела внезапно, продолжал Амит, закрывая лицо руками. Лихорадка. Врачи не смогли помочь. После ее ухода все пошло прахом. Мне пришлось продать землю и корову, чтобы выплатить долги и переехать сюда, в город, в поисках работы. Самир перестал разговаривать. Он не плакал, не капризничал. Он просто ушел в себя. Но однажды он исчез на несколько часов. Амит сходил с ума от страха, пока сын не вернулся вечером. На его одежде была коровья шерсть, а от самого мальчика пахло фермой. «Я не знал, куда он ходит, пока вы не пришли», — закончил Амит. «Видимо, ваша Гаури напомнила ему о том, что он потерял, о его матери». Рахул чувствовал, как комок подступает к горлу. Он вспомнил, как Самир шептал что-то на ухо Гаури. Теперь он знал, что это были не просто слова. Мальчик возвращал себе моменты счастья. Для него Гаури была не животным, а порталом в то время, когда мама была жива, когда мир был целым и добрым. Фермер подошел к Самиру и опустился перед ним на корточки. «Малыш», — мягко сказал он, — «Гаури очень скучает, когда тебя нет. Знаешь, она ведь необычная корова. Она чувствует все, она понимает твои песни.
Мальчик впервые посмотрел Рахулу прямо в глаза. «Она пахнет, как мама», — едва слышно прошептал он. Это были первые слова, которые Самир произнес за долгое время. Амид вскрикнул и прижал сына к груди, рыдая в голос. С того дня жизнь изменилась для всех троих. Рахул не просто разрешил Самиру приходить, он сделал его частью своей семьи. Каждый день мальчик помогал кормить Гаури, а Рахул учил его ухаживать за ней, рассказывая истории о том, как священны эти животные. Со временем к Самиру вернулся смех. Он больше не уходил от коровы с грустью. Теперь он знал, что любовь матери не исчезла, она просто сменила форму. Она была в теплом дыхании Гаури, в солнечном свете, падающем на двор, и в доброте старого фермера. Рахул часто смотрел на них со стороны, на маленького мальчика и большую светлую корову. Он понимал, что Гаури дала Самиру то, что не мог дать ни один психолог или лекарство. Она дала ему физическое ощущение того, что его все еще любят. Для всего остального мира это была просто корова и просто ребенок. Но для Рахула это была молитва, воплощенная в жизни. Он понял, что память сердца — самая сильная вещь на земле. И пока Самир обнимал Гаури, Лата была рядом. В каждом вдохе, в каждой ноте тихой колыбельной, которая теперь звучала во дворе фермера каждое утро. Прошли годы, Самир вырос и стал ветеринаром. Он лечил животных по всей округе, но всегда возвращался к дому Рахула. Гаури к тому времени уже состарилась, ее шаги стали медленными, а шерсть побелела, как снег на вершинах Гималаев. В последний вечер Гаури Самир сидел рядом с ней, так же, как в детстве. Он положил голову на ее бок и тихо пел ту самую песню. Рахул, уже совсем старик, стоял в дверях, глядя на них. Он плакал, но это были не слезы горечи. Это были слезы благодарности за то, что он стал свидетелем этой великой связи. Ведь в конечном итоге все, что у нас есть, это любовь, которую мы оставляем после себя. И те, кто готов хранить ее в своем сердце, даже если для этого нужно просто обнять старую корову в лучах заходящего солнца.